어릴 때 원했던 어른이 됐나 Thought I found oh she's mine 놓칠까 달렸던 나 Доброе утро. Как дела? Человек собрался на мастер-класс по лепке из глины. And that's my life. Вообще у меня сегодня наполеоновские планы, поэтому день обещает быть интересным. Приятного просмотра. Мне наконец-то доехали мои плакаты и постеры. Я не знала, что это настолько трудоемкий процесс, потому что их неделю перепечатывали, искали нужный формат, нужную бумагу. Я очень надеюсь, что я не разочаруюсь. Second chances, empty-handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like the bad guy. Благодарность за то, что он делал для города, назвали Лоренцо великолепным. Без Лоренцо великолепного, пожалуй, не состоялся бы ни Боттичелли, ни Микеланджело, ни много других художников, которые в это время работали и как бы утверждались во Флоренции. Называемо Quattrocento периода такого. Вы, может быть, будете встречать, было Duecento, Trecento. У этого продвижения есть три основных так называемых канала. Первый – это онлайн-канал продвижения, куда входит всевозможная баннерная реклама, контекстная реклама, поисковая оптимизация или, например, email. Второе направление или канал – это офлайн продвижение, туда входит у нас телевизионная реклама, туда могут входить билборды, а также всевозможные листовки, раздающиеся на улицах. И третий особенный тип продвижения, который называется сарафанное радио. Пару месяцев назад я закончила университет, и в ближайший год я буду делать ставку на 3 направления. Работа, изучение 2 иностранных языков и обучающие курсы для развития профессиональных навыков. Например, сейчас мне очень откликается тема аналитики, потому что эта тема охватывает буквально
все сферы моей жизни. От создания роликов, где ты должен собрать огромное количество информации, проанализировать ее и как-то структурировать в одно видео, до рабочей сферы, когда с помощью сбора и анализа информации ты находишь выходы из разных кризисных ситуаций. Для обучения я выбрала школу Skill Factory, так как эта компания имеет, наверное, одни из самых лучших отзывов и среднюю оценку от студентов 4,7 из 5. Неплохо. Плюс немаловажным был удобный формат обучения, потому что ты самостоятельно можешь регулировать нагрузку, замораживать обучение и идти в своем темпе. Обучение начинается с самого простого. Google таблицы. Вы изучите все необходимые инструменты, научитесь работать с базами данных и делать красивую визуализацию. К слову, профессия аналитика одна из самых высокооплачиваемых на рынке. В любой стране аналитики получают неплохо. Средняя зарплата в Европе около 5000 евро, и многие компании находятся в поиске настоящих профессионалов. Еще на курсе вас ждет поддержка менторов, стажировки и индивидуальная подготовка к трудоустройству. Поэтому, если вы давно задумывались о смене профессии, либо только начинаете свой карьерный путь, почему бы не попробовать свои силы в чем-то новом и перспективном? Заявку на курс можно оставить в описании, а по промокоду Локтионова вы получите приятную скидку в 45%. Не бойтесь развиваться и изучать что-то новое. Длительное время у меня балкон играл роль такой... Я даже не хочу говорить слово помягче, просто свалка. Свалка ненужных вещей, свалка вещей, которые, возможно, как-то, когда-то мне понадобятся. Нет. Это была ошибка. В какой-то момент все пошло не так. Let's get it started. Пускай это будет до... Я немного не рассчитала свои силы и физические возможности. 아직도 난 여기 흐릿하게 또 희미하게 나의 아니 자주 난 어제 일처럼 선명하게 너의 적 없지만 있는 것 같아 일상 속에도 번져 그 색깔이 바래져서 떠났지만 여전히 머물러 날 잡아주는 다가가도 멀게만 느껴져. Я очень довольна, как все получилось, и мне же не хочется отсюда уходить. Плюс одно любимое место дома. Меня очень сильно пугает тот период, который я прохожу сейчас, потому что это чем-то похоже на гнездование. Мне просто хочется максимально обустраивать свой дом и создавать уют. Знаете, даже после какого-то загруженного дня я просто захожу в магазин с декором для дома, и я прям чувствую, как я отдыхаю. Боже мой, до чего мы дожили? Мне иногда кажется, что моя идеальная работа — это вот обустраивать жилье. Какие-то скрытые предназначения у меня открываются. Вообще я буду пересаживать вот этого друга, потому что он за лето очень вырос. Я даже не заметила, как быстро все это произошло. Я в целом не понимаю, как он выжил в том горшке.
очень давно напрягают вот эти вот две корзины с непонятно чем. 어릴 때 원했던 어른이 됐나 Thought I found oh she's mine 놓칠까 달렸던 나 Let's just take it slowly 요즘 어떤 때 같은 곳을 바라보고 있잖아 Go anywhere you want to Underneath the pressure oh sometimes wish I knew it too Fly away Сегодня они открыли для нас свои двери. Двери апостольской библиотеки. Карта ада Боттичелли, которая различает краски, тени. Сандро Боттичелли родился в городе художников и гениев. Мира, старый мост Понте-Веккио. Однако жизнь в 14-15 веках была вовсе не сахар. Вот, например, читаем о том, что Сандро создал Рабочих. Года 3 назад мне задали один вопрос, который с того момента стал регулярно всплывать в моей голове. Какую книгу я бы посоветовала своему ребенку? Это оказалось очень странным, потому что мне на тот момент было лет 17-18. И как бы книга ребенку посоветовать. Но с того момента, каждый раз, когда я заканчиваю что-то читать, я подсознательно задаю себе этот вопрос. И все эти 3 года у меня не было на него ответа. Но буквально несколько дней назад со мной случился источник. У меня внутри, правда, появилось желание, чтобы как можно больше людей узнали об этой книге, как можно больше людей ее прочитали, особенно в возрасте где-то от 18 до 20 плюс-минус. Я закончила ее читать где-то неделю назад, но у меня до сих пор настолько сильно это послевкусие, что мне аж притрагиваться к другим книгам не хочется.